Инженеры будущего. Приветствую на канале ID90. Применяем наш инженерный подход к эволюции человеческого мышления. В прошлом видео мы разобрали физическую основу наших технологий – кремниевый мир. Но железо – это лишь холст, на котором работает разум. И сегодня мы применим наш инженерный подход к тому, что сейчас перевернуло мир с ног на голову, к искусственному интеллекту. Долгие годы массовая культура и фантасты обещали нам вполне понятное будущее. Мы думали, что железные роботы будут чистить снег, таскать тяжести и работать на заводах, а освобожденное человечество будет заниматься чистым творчеством. Но реальность оказалась полна иронии. Что вышло в итоге? Нейросети рисуют картины, пишут стихи, сочиняют музыку и генерируют сложные архитектурные концепты. А мы продолжаем чистить снег и стоять в пробках. Почему мы так жестко ошиблись в прогнозах? И кем станет человек, инженер, врач или творец в мире, где машины оказались умнее, чем мы ожидали? Давайте погружаться в аналитику. Почему искусственный интеллект запустился в творчестве, а не на улице? Ответ кроется в фундаментальной разнице между битами и атомами. Создать физического робота, который выйдет в минус 20 на улицу и не подскользнется на льду, поймет, где кончается сугроб и начинается припаркованная машина, и физически перекинет тонну снега, это колоссальная инженерная задача. Здесь вступают в силу жесткие законы механики, гидравлика, сервоприводы, лидары, емкость аккумуляторов на морозе и постоянный износ деталей. Атомы двигать дорого, энергозатратно и физически сложно. А вот обучить алгоритма рисовать в стиле Ван Гога, писать тексты или генерировать программный код – это работа с битами, это чистая прикладная математика, перемножение огромных матриц весовых коэффициентов на серверах. Как только у человечества появилось достаточно мощное кремниевое железо и весь массив интернета в качестве обучающей базы, нейросети совершили экспоненциальный скачок. Мы создали искусственный интеллект без физического тела, и он мгновенно забрал себе то, что мы веками считали исключительно человеческим, когнитивный и творческий труд. Но если искусственный интеллект забрал интеллектуальную рутину, что делать нам? На наших глазах происходит тектонический сдвиг в самом понимании слова «профессионал». Раньше ценность специалиста, будь то врач, строитель, юрист или инженер, во многом заключалась в объеме знаний, загруженных в его собственную память. Профессионалом считался тот, кто держал в голове тысячи формул, симптомов, нормативных актов и синтаксис языков программирования. Сегодня эти энциклопедические знания полностью обесценились, ведь любая базовая нейросеть выдает их за секунды. Инженер будущего – это не ходячий справочник и не человек-калькулятор. Это постановщик задач и системный архитектор. Большие языковые модели – это экзоскелет для нашего мозга. Но экзоскелет бесполезен, если оператор не знает, куда идти. Дирижеру в оркестре не нужно уметь играть на скрипке быстрее первой скрипки. Его задача – понимать архитектуру произведения, координировать узлы системы и следить за тем, чтобы весь оркестр играл правильную симфонию. Главным навыком человека становится умение задавать правильные вопросы, проектировать высокоуровневую логику процессов и, самое главное, производить жесткую верификацию, то есть проверять то, что выдала машина. И тут мы переходим к угрозам. Забудьте про фантастические сценарии о восстании машин и терминаторе. Реальные угрозы искусственного интеллекта лежат не в плоскости агрегации военной силы, а в области человеческой психологии и базового доверия. Первая фундаментальная проблема – это проблема черного ящика и галлюцинаций. Современные нейросети построены на вероятностных моделях. Они не думают в человеческом понимании и не знают, что такое истина. Они лишь вычисляют наиболее вероятную последовательность символов или пикселей. Из-за этого искусственный интеллект регулярно галлюцинирует, выдает абсолютно неверную, выдуманную информацию с пугающей стопроцентной уверенностью. Если искусственный интеллект сгенерирует план лечения для пациента, юридический договор или чертеж несущей балки для моста,
и там окажется скрытая, замаскированная под правильный ответ логическая ошибка, мы получим катастрофу. Искусственный интеллект невозможно привлечь к уголовной ответственности. У него нет юридического лица или совести. Отвечать за критический сбой всегда будет человек, который подписал документ или утвердил проект. Вторая угроза – это деградация базовых навыков, так называемый эффект GPS. Когда навигаторы стали массовыми, люди постепенно разучились ориентироваться по картам и местности. Если начинающий специалист с первого дня учебы или работы полностью перекладывает решение задач на искусственный интеллект, он не нарабатывает профессиональный опыт и интуицию. У него не формируются нейронные связи, отвечающие за понимание сути процессов. В случае масштабного сбоя инфраструктуры или банального отключения серверов, такой оператор нейросети окажется абсолютно беспомощен, потому что он не понимает физики процесса, происходящего под капотом системы. Третье, самое коварное, это эрозия доверия и диктатура красивой картинки. Мы на биологическом эволюционном уровне запрограммированы подсознательно доверять красивым, симметричным, уверенным лицам и поставленным голосам. Это когнитивное искажение, которое искусственный интеллект научился эксплуатировать с математической точностью. Сегодня нейросети позволяют алгоритмически идеализировать человека. В сети появляются тысячи видеороликов, где благодаря дипфейкам, нейромаскам и автоматическому наложению голоса псевдоэксперты выглядят безупречно, фотогенично и кинематографично. И эта пластиковая упаковка работает безотказно. Сгенерированные цифровые аватары собирают миллионы просмотров, аккумулируют огромные массивы личных данных пользователей, собирают донаты и привлекают реальные инвестиции в пустышки, абсолютно не заслуживая и доли этого внимания. За безупречной виртуальной улыбкой и уверенным тоном может скрываться технологическая пустота, компиляция чужих мыслей или откровенный скам. В мире, где сгенерировать фейковое научное исследование, авторитетное мнение или лицо идеального спикера стоит копейки, главной валютой будущего станет криптографически подтвержденная истина и безупречная доказанная личная репутация. Но почему, прекрасно понимая эти риски, мы не останавливаем этот процесс? Потому что польза от применения искусственного интеллекта в руках профессионального инженера или ученого колоссальна. Давайте посмотрим за пределы генерации развлекательного контента и картинок. В 2020 году нейросеть AlphaFold совершила революцию, решив проблему фолдинга белка, сложнейшую задачу, над которой величайшие биологи планеты бились более полувека. Искусственный интеллект за короткий срок предсказал трехмерную структуру практически всех известных науке белков. Это фундаментальный прорыв, который сократил путь к созданию лекарств от считавшихся неизлечимыми болезней на десятилетия вперед. В материаловедении искусственный интеллект прямо сейчас просчитывает миллионы комбинаций химических элементов в секунду, чтобы найти стабильный сверхпроводник или создать формулу для аккумуляторов нового поколения. В машиностроении и аэрокосмической отрасли алгоритмы применяют принципы биомимикрии. Они проектируют узлы и детали, похожие на пористые кости птиц или переплетения растений. Такие элементы весят в 2 раза меньше созданных человеком, но выдерживают абсолютно те же механические нагрузки. Искусственный интеллект полностью забирает на себя рутину, монотонную работу по перебору вариантов. Он позволяет одному талантливому специалисту оперировать объемами данных, которые раньше требовали усилий целого научно-исследовательского института. Машина высвобождает человеческий разум для того, для чего он изначально создан, для глобального визионерства, поиска неочевидных связей в природе и принятия стратегических решений. Давайте подведем итог. Оставит ли искусственный интеллект людей без работы? Запомните, главное правило новой технологической эпохи – искусственный интеллект не заменит инженеров, врачей, программистов или творцов. Но специалисты, которые умеют виртуозно использовать искусственный интеллект как инструмент, навсегда и очень быстро заменят тех, кто отказывается это делать. Да, пока мы не автоматизировали тяжелый физический труд, и снег на улицах по-прежнему приходится чистить руками.
Но когнитивная революция уже состоялась, и она затопила нас океаном синтетической сгенерированной информации. В ближайшие годы глобальная сеть окончательно превратится в бесконечную ярмарку искусственных лиц, безупречно написанных, но абсолютно пустых текстов и иллюзий экспертности. Синтетический контент станет нормой, им будет забито все пространство, и из-за этого он полностью обесценится. И я лично считаю, что из-за этого безумного количества информационного мусора, ботов и автогенерации текущий интернет в его сегодняшнем виде просто будет заброшен. Ему на смену человечество создаст новый интернет, защищенный, чистый веб, где нет места анонимным алгоритмам, и где каждое слово, публикация, научное достижение или технический чертеж жестко верифицированы, подкреплены криптографическими ключами, привязаны к физической реальности и подтверждены репутацией автора. А в наш сегодняшний старый интернет с его бесконечными дипфейками, взаимными лайками ботов и искусственными котиками будут спускаться только гики, историки и техноэнтузиасты, просто для того, чтобы побродить по странному, хаотичному ретро-архиву начала 21 века. Ваша главная ценность в будущем – это ваша аутентичность, умение брать на себя персональную ответственность за принятые решения, способность отличить твердую физическую реальность от цифрового симуляра. Настоящий инженер будущего – это жесткий фильтр истины в мире тотальных цифровых миражей. И я искренне надеюсь, что вся эта колоссальная вычислительная мощь кремниевых чипов и нейросетей в конечном счете будут направлены на то, с чего когда-то начинались наши смелые технологические фантазии. Что интеллект машин поможет нам спроектировать идеальные физические системы, открыть новые источники энергии и создать тех самых автономных роботов, которые наконец-то научатся не только писать стихи и генерировать код, но и строить дома, эффективно выращивать хлеб, лечить людей и убирать тот самый реальный снег. Что машины смогут полностью закрыть базовые потребности человечества и прокормить его, когда мы, люди, наконец-то сможем по-настоящему выдохнуть, отдохнуть и заняться тем, что действительно делает нас людьми. Созидаем, наукой и познанием Вселенной. Это был канал ID90. Сохраняйте критическое мышление, не давайте красивой картинке себя обмануть. Развивайте фундаментальные навыки и до встречи в новых видео.